Говорит и показывает канал «Бензин и кофеин». Смотри и слушай историю о переделке убитых спецованных дисков Векслер в передние колеса от ретрода SMZ S3A при помощи докаток от Mazda. В свое время по объявлению купил спецованные диски под экзотический проект. Я планировал их перекрашивать, и состояние хромового покрытия было не принципиально. Была важна только геометрия. Со слов продавца, она идеальная. Вот так выглядит идеальная геометрия диска с точки зрения недобросовестного торговца. Из 4 дисков 2 нормальные и 2 овальные, скрученные восьмеркой. Деформированные диски я переделаю в передние колеса для ретрода. Буду действовать по бабушкиным рецептам. Вырежу центр из маздовской докатки. И в обод перекину ступицу со спицами. Вырезаю центральную часть из докаток. Шлифую сварные швы. Обода готовы. Разбираю диски. Снимаю размеры, межцентровые расстояния и все такое. Из тисков и гвоздя собираю точный научный прибор для нанесения разметки. Всего в диске 50 спиц, 30 во внешнем ряду и 20 во внутреннем. Произвожу точные расчеты. Наношу разметку и начинаю пуклевку. Собственно, пуклевать изначально было не на чем. Пришлось построить гидравлический пресс. Процесс постройки и примененные мной космические технологии вы можете увидеть на канале. Закончил пуклевку первого обода и приступил ко второму. Наношу разметку для сверления. Чтобы не ошибиться, фломастером обозначаю направление сверловки отверстий под спицы. Сверлю в 2 прохода. Первый раз пятеркой, потом сверлом на 11 мм.
Чтобы не просверлить себе колено и не сойти с дороги приключений, соблюдаю технику безопасности. Заусенца планировал быстро убрать ступенчатым сверлом, но качественно этого сделать не получилось. Пустил в ход наждачку, напильники и шарошку. Самый волнительный момент – первая пробная сборка. Все получилось. Тем временем приехали покрышки радар Dymax Classic. Сделаны в Сингапуре, заказывал в Польше. Осталось разобрать колеса для расхромирования ступиц и покраски дисков. Кстати, получился интересный музыкальный инструмент. Всем бензина, кофеина и удачи!